В 1993 году глубоко в горах Алтая на юге Сибири археологи сделали шокирующее открытие. Раскапывая отдаленный курган, они обнаружили мумифицированные останки женщины, сохранившиеся в почти идеальном состоянии. Но дело было не только в том, что ее тело пережило более 2000 лет в замерзшей почве. Это было выражение на ее лице. Она казалась кричащей, ее рот был искажен в открытом виде, глаза замерли в ужасе. Некоторые списали это на естественное разложение, но другие не были так уверены. На ее теле не было видимых ран, никаких признаков травмы, и все же ее последнее выражение лица преследовало всех, кто ее видел. Женщина, теперь известная как Сибирская ледяная дева, была похоронена с 6 лошадьми, роскошными мехами и сложными татуировками, которые тянулись по ее рукам. Некоторые из символов не соответствовали никаким известным культурным узорам. Сообщается, что один археолог покинул место раскопок раньше времени, отказавшись возвращаться. Что-то в воздухе вокруг гробницы казалось неправильным. Когда известие о ее находке распространилось, начались шепоты. Не разбудили ли они что-то? Но это было только начало, потому что всего в нескольких сотнях миль отсюда, погребенная еще глубже под вечной мерзлотой, лежала нетронутая другая гробница, которая заставила бы даже опытных археологов усомниться во всем, что они знали. Открытие ледяной девы не было случайностью. В последующие десятилетия по всей Сибири начали появляться все больше замороженных останков. Целые погребальные камеры, запечатанные в льду на тысячи лет, содержали мумии, настолько хорошо сохранившиеся, что у некоторых все еще была кожа, волосы и одежда в целости. Но самое странное, многие из этих людей имели признаки преднамеренной мумификации, практики, которая, как считалось, не использовалась никакими местными культурами в ту эпоху. Затем появились аномалии, тела, найденные без сердец или с раздавленными грудными клетками, но без внешних повреждений. У одной детской мумии были удлиненные черты черепа, напоминающие практики из Южной Америки, более чем в 5000 милях отсюда. Как это произошло? Местные племена предупреждали исследователей держаться подальше от этих мест, утверждая, что мертвых не следует беспокоить. Старейшины говорили о проклятиях, передаваемых из поколения в поколение. На одном из мест оборудование загадочным образом выходило из строя, батареи разряжались за считанные минуты, и несколько исследователей тяжело заболели без диагноза. Большинство выздоровело, один не выжил. Но была одна могила, о которой никто не хотел говорить. Гробница, о которой ходили слухи среди местных жителей, похоронена глубоко, что даже мороз не касался ее. Место, где шептались те, кто верил в древние вещи, которые лучше оставить в покое. Все началось с сонарного сканирования. Глубоко в сибирской глуши исследователи обнаружили большую прямоугольную аномалию, погребенную под более 30 футами замерзшей земли. Это не соответствовало никаким природным образованиям. С трудом они пробурили, обнаружив то, что казалось древней камерой, плотно запечатанной железными пластинами. Странное, устойчивое к ржавчине, железо, которое современный анализ не мог легко объяснить. Еще более странным было то, что оно было магнитным. Внутри находился один саркофаг, не из дерева, камня или даже глины, а то, что казалось гладким черным металлическим сплавом, без отметин, холодным на ощупь. Когда открыли, команда обнаружила внутри тело женщины, но она не выглядела древней. Ее кожа была мягкой, волосы все еще темными, ногти ухоженными. Результаты радиоуглеродного анализа были неубедительными. Сначала он показал 200 лет, затем 2000, а потом вообще ничего. Машина не могла получить стабильные данные, но настоящий ужас начался, когда ее глаза открылись. Просто подергивание, едва заметное, но несколько членов команды поклялись, что видели это. Это был последний раз, когда кому-либо разрешили приближаться к месту раскопок. Российское правительство быстро закрыло раскопки и засекретило все материалы. Но к тому времени было уже слишком поздно. Слухи уже распространились, и они быстро разлетелись. Железная женщина не была похоронена одна. Были признаки других, запечатанных еще глубже подо льдом. Тела, обнаруженные в этих замороженных гробницах, противоречили науке. Кожа без гниения, органы без разложения, одежда как новая. В одном случае был найден труп, сжимающий деревянную табличку, но дерево полностью разложилось, в то время как руки остались совершенно нетронутыми. Как это вообще возможно? Химический анализ показал, что тела были обработаны смесью трав и смол, неизвестных современной науке. Не местные для Сибири и даже не местные для Азии. Откуда пришли эти знания? Некоторые предполагали существование древних торговых путей. Другие склонялись к более тревожной теории, что в Сибири когда-то жила высокоразвитая культура, задолго до того, как о ней помнит история. Культура, обладающая знаниями, как остановить разложение. Возможно, даже остановить время. Но сохранение не было единственной странностью.
Некоторые тела были найдены с маленькими сферическими объектами, вживленными под кожу, гладкими, черными и слегка пульсирующими при нагревании. Один исследователь попытался удалить один из них с помощью хирургических инструментов. Объект рассыпался в пепел, и мужчина страдал от сильных судорог 3 дня подряд. Что бы ни сохраняло эти тела, это могло быть чем-то большим, чем просто наука. Это могла быть своего рода сила, и одна гробница, недавно случайно обнаруженная, может содержать ответ. Это должно было быть рутинное исследование нефти. Удаленная буровая команда, находящаяся в сотнях миль от ближайшей деревни, наткнулась на что-то неожиданное под землей. Их оборудование разбилось, земля задрожала. То, на что они наткнулись, не было ни камнем, ни льдом, а полой камерой. С получением разрешения была отправлена небольшая археологическая команда. То, что они нашли, вызвало шок в этой области. Огромная каменная структура, по форме напоминающая перевернутую пирамиду, была погребена в слоях черной почвы и льда. Никаких надписей, никаких отметок, никаких признаков человеческого мастерства, но, несомненно, построено. Внутри находились несколько погребальных камер, все ведущие к одной центральной гробнице. В отличие от других, это не имело ни резьбы, ни иероглифов, ни признаков имени или даты, только каменная плита, а под ней скелет, не похожий ни на что виденное ранее, выше любой местной популяции. Череп удлиненный, грудная клетка шире, а в руке зажато что-то металлическое, что-то с выгравированным символом, который никто не смог перевести. Этот объект пропал, и говорят, что его никогда не существовало. Другие говорят, что его вывезли в дипломатическом чемодане и отправили прямо в Москву. Но настоящая загадка заключалась не в том, что было в гробнице, а в том, что они нашли под ней. Под безымянной гробницей, глубже в камере, запечатанной камнем, археологи обнаружили нечто, от чего у них по спине пробежал холодок. Инструменты, но не бронзовые или каменные, как можно было бы ожидать. Они были сделаны из странного, легкого сплава, напоминающего современный титан. Лезвия с острыми краями, геометрически идеальные сферы, и даже то, что казалось разбитой линзой, прозрачной, отполированной и оптически совершенной. Тестирование показало, что эти материалы не могли быть изготовлены с использованием древних технологий. Ни одна печь в древнем мире не могла достичь нужных температур для формовки. Еще страннее, что некоторые инструменты имели микроскопические канавки, которые невозможно было сделать без прецизионного оборудования. Вопрос был не только в том, как они были сделаны, но и кто их сделал, и почему они были похоронены с скелетом, который не соответствует ни одному из известных видов человека. Некоторые исследователи тихо предположили немыслимое. Возможно, это были вовсе не погребальные инструменты, а оружие, что поднимало вопрос, от чего они защищались. Потому что, согласно слоям почвы, что-то еще было захоронено еще глубже. Через неделю после того, как были найдены странные инструменты, радар, проникающий в землю, обнаружил еще один объект, лежащий почти на 60 футов ниже нижней точки гробницы. При раскопках команда обнаружила камеру, круглую, гладкую, слабо гудящую. В центре находился странный объект, по форме напоминающий маленький купол, обернутый толстыми металлическими катушками и украшенный причудливыми узорами молний. Это выглядело как машина, источник энергии. Когда исследователи поднесли к нему простой вольтметр, стрелка резко дернулась, но не было ни батарей, ни видимого источника энергии. И все же оно пульсировало, медленно, слабо, как умирающее сердцебиение. Никто не мог понять, что оно питало, но его форма совпадала с описаниями из сибирских племенных легенд. Солнце, заточенное в льду, скрытое под землей, чтобы не дать ему пробудиться. В ту же ночь системы электропитания лагеря вышли из строя, камеры отключились, батареи разрядились, и один рабочий исчез в снегу. Поисковые группы нашли его следы, но они просто обрывались на полпути, как будто его подняли из существования. Что бы это ни было, оно не было мертвым и не было одиноким, потому что чем глубже они шли, тем больше находили признаков наблюдателей. После инцидента раскопки были приостановлены, но отдельная группа, состоящая из независимых исследователей и нескольких местных проводников, решила продолжить. Они следовали по узкому туннелю под местом раскопок, обрушенному и скрытому за разрушенной стеной. То, что они нашли, шокировало их. Десятки скелетов, тонкие, высокие, с удлиненными конечностями и пустыми глазницами. Некоторые были сложены у стены, как будто пытались сбежать. Другие сидели в позе эмбриона, лицом к задней части туннеля. И были следы, глубокие, похожие на когти, выемки в камне, но не от ногтей.
Что-то гораздо более твердое. Воздух был тяжелым, плотный и наполненный статическим электричеством. Электронное оборудование вышло из строя. Связь была невозможна на расстоянии более 15 футов. Один из проводников отказался заходить, бормоча, что туннель — это путь к мертвым. Он был прав, потому что в самом конце команда нашла что-то ужасающее. Дверь. Не из дерева, не из камня, а плоская бесшовная плита из металла, не похожая ни на что на земле. Холодная, гладкая и плотно запечатанная. Слабо вырезанный в центре символ, который они видели однажды раньше, на объекте, который забрало правительство. Задолго до того, как Сибирь покрылась льдом, легенда рассказывает о расе, жившей под поверхностью. Строители, мыслители, воины. Они никогда не смешивались с людьми и исчезли задолго до начала нашей истории. Большинство отвергало эти истории как мифы, до тех пор, пока не нашли гробницу. Скелетные останки не соответствовали ни одной известной человеческой линии. Их плотность костей, пропорции конечностей и даже объем черепа указывали на другую ветвь эволюции или на что-то совершенно отдельное. Некоторые теоретики предположили, что они могли быть потомками неоткрытой цивилизации. Другие склонялись к запретным идеям, что они вообще не с Земли. Местные шаманы верили, что эти существа никогда не умирали, что их тела могут покоиться под землей, но их умы все еще блуждают в замороженных ветрах. Шепоты были слышны возле гробниц, слова, которые ни один живой язык не может объяснить. Один рабочий записывал аудио в течение 2 ночей, прежде чем покинуть раскопки. При воспроизведении это звучало как голоса, шепчущие подо льдом. А затем есть карта, та, что выгравирована внутри черепа, который не должен существовать. После того, как новости о загадочной гробнице просочились, была отправлена вторая команда ученых с военными для безопасности. Когда они прибыли, несколько более необычных скелетов исчезли. Ящики были промаркированы, запечатаны и вывезены на вертолете за несколько часов. Все записи были конфискованы. То, что осталось, было лишь малой частью того, что было там раньше. Несколько фотографий сохранились. На одной из них был изображен скелет 7+ футов. Его рука сжимала то, что выглядело как маленький жезл, покрытый металлическими жилами. Другая фотография, быстро убранная из интернета, показывала камеру с 3 запечатанными контейнерами. Длинные, а в форме человека, и прозрачные. Но внутри только лед. Или так они говорили. Оригинальная исследовательская группа была расформирована. Некоторые замолчали, другие исчезли полностью. Один написал анонимный блог перед тем, как уйти в офлайн навсегда. Его последние слова: «Они забрали тела, но не правду». Она все еще похоронена, так что же было в этих контейнерах? И, что более важно, кто? Или что их запечатало? Одной из более тревожных находок стал артефакт, зарытый под слоями костей. Объект, который не должен был существовать. Это был диск, всего 6 дюймов в диаметре, сделанный из полированного черного камня с светящимся узором, который пульсировал, когда его держали. Эксперты были озадачены. Эти отметки не были декоративными, они были структурированными, почти как схемы. Но настоящий шок вызвал изотопный анализ. Материалы в диске не соответствовали ни одному известному земному составу. И что еще более странно, когда на него провели тепловизионное сканирование. Диск показал внутренние структуры, крошечные движущиеся части, слишком сложные для древних технологий. Теории разгорелись. Некоторые утверждали, что это была древняя батарея. Другие верили, что это была форма инопланетной связи. Но артефакт был быстро конфискован тем же военным подразделением, которое обеспечивало безопасность скелетов. Позже один ученый заявил, что смог частично его расшифровать. Говорят, что он издавал низкочастотные вибрации, когда подвергался воздействию лунного света. Но он никогда не опубликовал результаты. Он исчез через 3 недели во время похода в Уральских горах. Был ли диск просто потерянной технологией или чем-то, оставленным намеренно? Прежде чем место было закрыто, несколько генетических образцов из скелетных останков были тайно вывезены и протестированы независимо. Сначала результаты казались поддельными, возможно, загрязнение, но после повторного анализа выявилась ужасающая закономерность. ДНК нескольких образцов не могла быть отнесена ни к одной человеческой популяции. Несовременно, ни к древней, ничего в глобальной базе данных не совпадало.
Некоторые образцы имели человеческие маркеры, но с искаженными мутациями, гены, регулирующие функции мозга, иммунный ответ и даже плотность костей казались искусственно улучшенными. Это было похоже на что-то, что развивалось в другом месте. Один образец имел митохондриальную ДНК, которая частично совпадала с человеческой, но также имела полностью чужеродные цепочки, как будто кто-то взял человеческую ДНК и переписал ее. Но с какой целью? Еще более тревожным было то, что образец показывал признаки экстремального долголетия. Клетки, которые должны были деградировать, были в идеальном состоянии. Это было так, как будто существо едва постарело. Были ли это останки древнего инженерного вида или доказательство того, что нечто нечеловеческое ходило по Земле задолго до нас? Истина может заключаться в том, что исчезло дальше. В течение 2 недель после закрытия гробницы все оставшиеся артефакты, инструменты, кости, письмена, даже образцы почвы были удалены. Официально этот объект никогда не существовал. Он не появляется ни на одной карте раскопок, и российское правительство отказывается признавать какие-либо находки в этом регионе. Спутниковые снимки этой области были загадочно размыты. Местный гид, работавший с командой, был арестован по несвязанным обвинениям, а затем исчез из стражи. Ни суда, ни записей. Даже университетские архивы, хранившие исследования, связанные с раскопками, теперь показывают пустые папки. Профессора, говорившие открыто, были переведены на другие должности или рано вышли на пенсию. Один из них попытался передать фотографии независимому новостному изданию, но фотографии пришли пустыми. Не отредактированные, не затемненные, просто пустые. Как будто кто-то стер не только доказательства, но и саму память о месте. Но один файл все же уцелел. Отсканированная страница из блокнота с диаграммой, картой неизвестных туннелей и именем, написанным жирным кириллическим шрифтом. Кова 7. Это имя появится в месте, где его никто не ожидал. Кова-7 не была гробницей. Это был исследовательский объект советской эпохи, заброшенный десятилетия назад и засыпанный снегом. Скрытый недалеко от полярного круга, он был классифицирован как лаборатория для глубоких экологических испытаний. Но рассекреченные меморандумы раскрыли другую цель – изучение биогенных аномалий. Именно туда был доставлен артефакт из гробницы, а возможно и тела. Внутри объекта комнаты были переоборудованы в наблюдательные камеры, криогенные хранилища и электромагнитные экраны. Одна из лабораторий имела пугающую надпись «Образец эхо». Не открывать. Но место было покинуто в спешке. Бумаги разбросаны, кофе все еще в кружках, лабораторные халаты на стульях. Записи с камер наблюдения обрываются в один день, все просто исчезли. Некоторые говорят, что последний эксперимент пошел не так, другие считают, что что-то выбралось наружу. Но вот где становится еще страннее. В оставленных файлах был рисунок, тот же символ, вырезанный на двери гробницы. Тот же дизайн, те же линии. Но этот рисунок был подписан на английском с одной фразой под ним. Код доступа. Пробуждение. Дверь была не просто запечатана, она была заперта снаружи. Вскоре после закрытия объекта местные жители начали сообщать о странной активности в близлежащих лесах. Необъяснимые огни, магнитные аномалии и даже исчезновения. Один охотник обнаружил, что весь его набор компасов слился воедино. Металл деформировался, как будто его расплавили изнутри. Ночью жители деревни сообщали, что слышат глубокие, ритмичные звуки под землей, похожие на дыхание. Власти обвинили в этом естественную сейсмическую активность, но геологи подтвердили отсутствие толчков в регионе. Затем пришла болезнь, странное недомогание, которое поражало только тех, кто посещал гробницу или работал в команде раскопок. Симптомы включали яркие галлюцинации, паранойю и, в конечном итоге, агрессивное поведение. В онлайн-сообществах это назвали «проклятием гробницы». Некоторые считали, что воздействие артефакта или источника энергии гробницы активировало что-то дремлющее в их телах. Другие настаивали, что это было психологическим, но один исследователь, прямо перед своей смертью, утверждал, что ему снилось существо изо льда и света, говорившее на языке, который вибрировал кости. Он был не единственным, потому что тот же самый сон позже описал кто-то другой, кто никогда не был рядом с гробницей, но жил за сотни миль от нее. И то, что он увидел во сне, привело к самому шокирующему открытию. 2 года после закрытия объекта анонимная наводка привела новую экспедицию в забытую Сибирскую долину, где когда-то были зафиксированы странные магнитные показания. То, что они нашли, было не маркированной дорогой, теперь заросшей, ведущей глубоко в дикую местность.
Она не была на картах, никаких записей. Ни один местный житель не помнил, чтобы ее строили. Вдоль пути были остатки давно захороненных сооружений, фрагменты камня с теми же странными символами, что были найдены в оригинальной гробнице. Но это были не могилы, а метки, путевые точки, как тропа, ведущая к чему-то конкретному. Дорога заканчивалась у массивной каменной стены, частично погребенной под веками снега и земли. За ней система пещер слишком большая, чтобы быть естественной, с узорами туннелей, которые казались спроектированными. Внутри они нашли нечто еще более жуткое, чем гробница. Огромную фреску, вырезанную в скале тысячи лет назад. Она изображала высоких гуманоидных фигур, стоящих перед объектом, сияющим светом. Вокруг них люди преклоняли колени. Над ними небо раскололось, и в самом центре фрески тот же символ, вырезанный на железной двери. Но это было не просто искусство. Это была история, предупреждение. На углах фрески были вырезаны координаты. Один из наборов указывал на определенный регион в Восточной Сибири, недоступный по дороге, скрытый ледниками. Но одна экспедиция добралась туда на вертолете, следуя указаниям карты. Там, под неглубоким хребтом, они нашли еще одну гробницу, гораздо более древнюю, более глубокую и холодную, чем все предыдущие. Внутри находилось одно тело, окаменевшее от времени. Череп был частично разбит, и внутри полости археологи нашли нечто действительно необъяснимое. Крошечный кристаллический осколок, вросший прямо в кость. При сканировании осколок показал трехмерную карту не только Земли, но и Земли на разных этапах. Ледниковые периоды, сдвиги континентальных плит, будущие береговые линии, прошлый – все точно. Одна часть карты пульсировала, выделяя регион на глобусе, далеко от Сибири, рядом с Южным полюсом. Артефакт был тихо изъят, запечатан, но фотографии утекли. И в каждой версии карты одно оставалось неизменным. Маленькая отметка в самом сердце Сибири, где была найдена первая гробница. Это не была могила, это была отправная точка. Шепоты начали распространяться среди тех, кто был в научном подполье. Археологи, лингвисты, геологи. Люди, которые когда-то отвергали эти истории. Теперь они делились рассказами на тайных форумах. Они говорили о холодных, существа, описанные в фольклоре племен по всему арктическому региону. Хранители льда. Безмолвные наблюдатели глубины. Не боги, не пришельцы, не духи, а нечто более древнее. Хранители, говорили они, не были здесь, чтобы править. Они были здесь, чтобы сдерживать что-то. Что-то, что когда-то свободно перемещалось по земле. Прежде чем быть запертым под камнем и льдом. Один древний сибирский напев, когда его перевели фонетически на 3 языка, говорил о круге сна и тюрьме под корнями. Это совпадало с устными традициями из Гренландии, Аляски, даже с легендами викингов, рассказами о ледяных гигантах, заточенных в вечной ночи. Но больше всего исследователей пугало вот что. Все истории заканчивались одинаково. Когда человек забудет страх перед холодом, дверь откроется. И всего несколько недель назад спутниковые сканирования зафиксировали тепловые всплески подо льдом, точно там, где раньше была гробница. Это произошло быстро. Внезапный сейсмический всплеск, рев сдвигающегося льда, а затем тишина. Местные спутники зафиксировали события, но вскоре были отключены. Доступ к региону был ограничен военными силами, но несколько беспилотников-нарушителей смогли подобраться достаточно близко. То, что они увидели, было неоспоримо. Земля над гробницей провалилась внутрь, образовав кратер почти 300 футов в поперечнике. Никакого снега, никакого льда, только обнаженная земля. И дым, как будто что-то поднялось из-под земли. Уровень радиации резко возрос, дикая природа исчезла, и в близлежащей деревне Аймикон, самом холодном населенном месте на Земле, все источники энергии одновременно вышли из строя. Местные жители сообщили, что слышали звук, похожий на отдаленный гром, но исходящий из-под земли. Один ребенок говорил о высоком человеке, сделанном из звезд, который шел по реке. Гробница была не просто открыта, она была пуста, и то, что находилось внутри, больше там не было. 3 дня спустя после обрушения в интернете появилась частная аудиозапись. Голос в панике, задыхаясь, сказал: «Мы зашли слишком глубоко. Там есть город. Целый город подо льдом. Но это не наше. Стены дышат. Свету не нужны провода. И они знали, что мы придем».
Другой исследователь выложил размытое фото, прежде чем его аккаунт был удален. На нем была изображена огромная круглая камера, металлическая и слабо светящаяся голубым. В центре была структура, похожая на трон или алтарь, пустая. Затем наступила тишина. Каждый аккаунт, который писал об открытии, исчез, серверы были очищены, архивы пропали. Но один файл остался в зашифрованной папке, отправленной исследователю в Швецию. Его заголовок состоял всего из 3 слов. Оно проснулось. Гробница никогда не была местом покоя. Это был замок, тюрьма, и теперь она открыта. Что произойдет дальше, больше не в наших руках.